спускаемся. Первый большой спуск. Так, ну что, 9,8 километров позади. Вон Кота Кинабалу, гора. Выбежали на трассу. Какая красота. 15 километров позади. От гонки прошло 2 часа 45 минут. 32-й километр. Бегу по бамбуковой роще. В начале этого года я пробежал один из самых жарких и технически сложных трейлов Азии на 50 километров с общим набором высоты 2150 метров – Борнео Ультра Трейл Марафон. Это ультрамарафон на острове Борнео в Малайзии по тропическим джунглям со 100% влажностью и температурой воздуха на солнце до 45 градусов по Цельсию. По классификации Международной ассоциации трейл-раннинга это ультрамарафон с горным индексом 5, и за его прохождение присваивается 2 балла выносливости. 90% маршрута трассы проходит по горным джунглям северного Борнео. Это крутые подъемы, скользкие спуски, узкие тропы, влажная глина, резиновые и бамбуковые заросли, подвесные мосты и десятки пересечений ручьев. В гонке принимали участие почти 300 спортсменов из 20 стран, и я был единственным представителем из России. Это был мой первый ультрамарафон, и я преодолел его, опередив 75% всех участников, и завершил гонку с общим временем чуть более 10 часов. Расскажу, как готовился к гонке, про сам трейл и про то, как Apple Watch Ultra 2 помогли мне отслеживать основные показатели в течение всего забега. Короткая предыстория. Весной прошлого года я зарегистрировался и пробежал небольшой трейл в Москве, близко трейл на 13 километров. После этого забега мне стало интересно, какие существуют трейлы по джунглям. Просто потому, что мне нравятся жаркие места, и я комфортно чувствую себя в таком климате. И я спросил у голосового ассистента в колонке, какие подобные трейлы существуют. Она назвала несколько, и среди них был один в Малайзии – Борнео Ультра Трейл Марафон. Именно он меня и заинтересовал, я нашел всю информацию о нем, увидел, что он будет проводиться в феврале, и с этого момента началась моя подготовка к нему. До участия в этом ультрамарафоне я бегал уже более 10 лет, правда, не особо регулярно. Были периоды, когда пробегал более 1000 километров за год, но также были такие, когда за год получалось меньше 100 километров. Однако за все это время я несколько раз преодолевал марафонскую дистанцию, один раз официально в 2014 году на марафоне «Самарская Лука». Если говорить о моем уровне подготовки на тот момент, когда я узнал про этот ультрамарафон, то тогда я пробегал в среднем около 60 километров за месяц или 15 километров в неделю. Весил я на тот момент около 73 килограмм, и процент жира в организме был в районе 18%, а мой МПК по замерам часов был около 44. Я не сильно доверяю этому показателю в часах, поэтому тем летом прошел тестирование на беговой дорожке с газоанализатором, чтобы узнать свое точное значение VO2max и пульсовые зоны. Значение VO2max на тот момент составило 47,5 мл на килограмм в минуту. Итак, я начал готовиться к ультрамарафону и первым делом составил план длинных беговых тренировок. Я планировал совершать как минимум одну длинную беговую тренировку каждую неделю, постепенно увеличивая дистанцию. Когда дистанция стала превышать полумарафонскую, я стал чередовать увеличение дистанции с пробежками на 15 километров. Допустим, неделя 24 километра, следующая 15 километров, затем 27, потом снова 15 и так далее. В таблице с этими тренировками я также записывал средний пульс. Бегать я почти всегда старался во второй пульсовой зоне, а также темп, общее время забега и расход заряда часов. Мне было важно понять, смогут ли мои Apple Watch Series 9, которые были у меня на тот момент, выдержать забег на 50 километров, или мне все же потребуется Apple Watch Ultra, которые способны работать в среднем в 2 раза дольше. Я оставлю ссылку на эту таблицу в описании, возможно, пригодится вам для подготовки к вашему забегу. Помимо длинных пробежек в зоне 2, у меня также были более короткие и быстрые забеги, а также регулярные функционально-силовые тренировки в спортзале, 3-5 раз в неделю и сауна после каждой тренировки в зале. Подготовка к забегу в экваториальном климате весьма нетривиальная задача. В условиях русской зимы и сауна отлично помогает подготовить организм к высоким температурам. Постепенное увеличение времени нахождения в парилке, я начал с 15 минут и довел до 30 минут за одну сессию, выполняет сразу несколько задач. Во-первых, это тепловая акклиматизация. Организм учится эффективнее справляться с тепловой нагрузкой, активнее потеть и лучше удерживать водно-солевой баланс. Во-вторых,
Повышается тепловая толерантность, то есть способность дольше функционировать в условиях жары без перегрева. Это делает сауну отличным инструментом в подготовке к забегам в условиях повышенной температуры и влажности, где перегрев может стать одной из главных причин схода с дистанции. Что касается функционально-силовых тренировок, это был неизменный сет из 4 упражнений, повторяемых по кругу с отдыхом между кругами в 1 минуту. Подтягивание или тяга гантелей в наклоне к груди, приседания, отжимания, выпады. Количество кругов от 3 до 10 в зависимости от готовности организма к нагрузке. Так проходила моя подготовка к трейлу вплоть до отлета. В самой Малайзии я провел месяц и прилетел туда в начале февраля с полным комплектом необходимого снаряжения, купленного заранее. В список снаряжения входили разгрузочный жилет для бега, телефон для экстренной связи, термоодеяло, свисток, гидратор или мягкие фляги для воды общим объемом не менее 1,5 литров, дождевик, базовая аптечка, 2 налобных фонаря, мини-габаритный фонарь и складная кружка для горячих напитков. Из всего месяца в Малайзии в общей сложности 3 недели я провел в столице Куала-Лумпуре и 1 неделю на острове Борнео в городе Кота-Кинабалу, где, собственно, и проходил забег. В Малайзии я продолжал тренировки. У меня было 3 забега до трейла. На 21 километр по пересеченной местности, Фу. «15 километров по парку Таман-Тасик Метрополитен Кипонг». Это большой городской парк на севере Куала-Лумпура с красивым озером в центре и беговой дорожкой по всему периметру. Во время пробежки там мне даже удалось встретить нескольких огромных варанов. Жаль, что у нас в Самаре нет таких больших и хорошо оборудованных для бега общественных пространств. Крайний забег на 6 километров я провел на беговой дорожке в отеле за 5 дней до старта гонки. Силовые тренировки я продолжал почти до самого старта, постепенно снижая их интенсивность, и полностью все тренировки я закончил за 2 дня до старта гонки. За 1 день до старта я отправился за стартовым пакетом, в который входил мой персональный номер, браслет с чипом, футболка участника и спонсорские бонусы, мазь от ушибов и энергетические гели. Кстати, с собой из России я привез несколько гелей и взял с собой на старт 4 штуки и использовал их все. После получения пакета я лег спать пораньше, потому что старт забега был намечен на 6 утра. В 3 часа ночи меня разбудил будильник, и уже в 3:40 я был в автобусе, который отвез всех участников на место старта. Пришел к месту старта, вот они, автобусики. Так, ну давай убедимся, что это оно. Ну да. Вот они, спортсмены. Kìa, ở đây em. Итак, 6 утра, и я в числе остальных почти 300 участников стартуем в деревне Киулу, где встретимся вновь примерно через 10 часов. Везде зарегистрировался, поменяли мне номер, был 515, но я его успешно забыл в номере в отеле. Вот. Старт через 15 минут. Уложиться в 10 часов — именно такую цель я ставил себе на эту дистанцию. На старте было еще темно и по местным меркам прохладно, около 20 градусов по Цельсию, но высокая влажность уже ощущалась. К слову, я промок насквозь в течение первых 30 минут гонки и оставался в таком состоянии до самого финиша. Гонка включала в себя 3 значительных подъема и спуска с общим набором высоты, по данным от организаторов, более 2300 метров,
Фактически 2150 метров. Грунт на трассе — это смесь влажной глины, корней, камней и листвы. Как раз накануне старта прошел дождь, поэтому многие подъемы и спуски с таким покрытием были достаточно опасными. Я как будто зашел в магазин экзотических сигнализаций. Так, 10,7. Это... Why? О, песечки. Милые собачки, да, хорошие. Да ладно. Выбежали на трассу. Фу, какая красота. 15 километров позади. От гонки прошло, сейчас скажу сколько. 2 часа 45 минут. Темп лучше, чем планировал. Но думаю, сейчас на равнине еще ускоримся. Hello! 50! 50! Hey! 50! 50! Ну вот, свернулись с трассы, но пока что еще асфальтированная дорога. Все еще спуск вниз со второго самого высокого подъема. На трассе, как вы могли заметить по схеме, было 5 контрольных пунктов с питанием, водой и изотониками. Так вот выглядит точка, остановка. Это уже вторая. Здесь отмечают чип. Контрольная точка, чекпоинт. Здесь можно даже покушать, наполнить водичку. Сладкая водичка. Вот. Даже есть койки, если кому-то плохо станет. Чай, кофе. Вон, напиток добавляют. Лапша бесплатная. О, конфетки. Ага, вкусняшки всякие. Так, ну я думаю, еще пару минут здесь побуду и побегу дальше. А вон там река течет. Оттуда мы прибежали, и дальше нам туда. Все пункты, кроме W9, я прошел с короткими остановками только для восполнения запасов воды. Только на предпоследнем пункте W9 я задержался примерно на 20 минут, чтобы перекусить и перевести дух. Так, 36-й километр. Предпоследняя точка. Опа. Thank you. Фу. Опа. Ой, там внизу вода. Тут можно и навернуться. Но мы стараемся идти аккуратно. Опа.
Местами трасса была действительно опасной. Узкие скользкие тропы проходили прямо у обрывов, в которые можно было легко упасть. Поэтому на каждом контрольном пункте была команда медиков с койками и реанимационным оборудованием. Но ни на одном пункте я не увидел, чтобы ими кто-то воспользовался. Надеюсь, никто из 220 участников, пришедших после меня, в них также не нуждался. Чтобы вы могли лучше представить, что такое ультра-трейл на Борнео, можно сравнить этот забег с городским. Например, с Самарским международным марафоном, где я в 2022 году пробегал полумарафонскую дистанцию, то есть 21,1 километр по улицам города. В Самаре маршрут проходит по асфальтированным дорогам с минимальными перепадами высот, равномерным покрытием и возможностью поддерживать стабильный темп. На трассе регулярные пункты питания, теневые участки, машины скорой помощи, волонтеры и музыка. Это спортивный праздник в городских условиях. Борнео ультра-трейл марафон – это как пробежать 2,5 полумарафона подряд, но при этом с множественными крутыми подъемами и спусками, тропами в джунглях, 100% влажностью и жарой под 45 градусов. Вместо асфальта грязь, корни, скользкие камни, переходы через ручьи, подвесные мосты, и большая часть трассы – это настоящие тропические заросли. Никакой тени от высотных зданий и ни одного ровного километра. Вместо зрителей по краям дороги – тишина джунглей, иногда с криками птиц или треском веток от пробегающих варанов. Городской марафон – это про скорость и ритм. А трейлы на 50 километров и больше – это про выживание, выносливость и адаптацию. Ты не можешь бежать все время. Иногда приходится идти пешком, ползти в гору, сосредоточенно спускаться, держась за деревья, чтобы не улететь во враг. Это совершенно другой опыт – физически, психологически и ментально. Это не просто бег, а проверка пределов своих возможностей. 26 километров позади. Последние пару километров бегу вот по таким густым зарослям. Так, вот как это выглядит. О, Господи. Впереди. Ой, оп, аккуратнее, аккуратнее. Так. Вперед. Ой-ой-ой, ну вы видите, да, здесь просто месиво. Так, ну ничего, еще 24 километра и все. Один подъемчик. Так, куда? Налево, направо. Вот. Сюда. Так, аккуратнее, аккуратнее. О. Тридцать 8-й километр. Последний подъем. И я думаю только о том, когда это уже все закончится. Ну, в смысле подъемы. Он буквально в течение километра должен уже быть пик. И потом вниз и все. Все оставшиеся там 12 километров по более-менее ровной дороге. Фу. 7 часов 24 минуты прошло. Именно в движении. С момента старта немного больше, так как я делал пару остановок на 2 чекпоинтах. Ура, спуск. Все, подъемов больше не будет. Ура! Что у нас там? Часы показывают. Отлично. Фу. 40-й километр. И вот таких переходов через воду, где приходилось до этого прям залезать в воду полностью, ну по колено примерно, уже штук 7, наверное, было за последний километр. Так, ну чуть-чуть осталось.
чуть-чуть. «45 километров позади. Осталось меньше 5. Еще чуть-чуть. Следующее видео будет уже с финиша, если хватит заряда. Я пересек финишную черту спустя 10 часов 42 минуты и 38 секунд по чипу или 9 часов и 58 минут 5 секунд. Это чистое время в движении, которое я отмечал на своих Apple Watch без учета пауз на контрольных точках. Часы, кстати, за все время трейла израсходовали 64% заряда аккумулятора, при том, что экран был выключен на всем протяжении маршрута, а пульс часы считывали с нагрудного пульсометра Garmin. Также на часах всегда была включена защита от воды, чтобы случайно не остановить или не завершить гонку. Так что имейте в виду, полностью новых часов, которыми я пользовался всего 10 дней после замены, да, я заменил свои американские Ultra 2 на малазийские в Apple Store. У версии для малазийского рынка, в отличие от американской, работает измерение кислорода в крови. Так вот, полностью новые часы израсходовали почти 2/3 всего своего запаса заряда аккумулятора за 642 минуты в режиме тренировки. Таким образом, можно подсчитать, что всех 100% аккумулятора хватило бы на 1005 минут или примерно 16,5 часов тренировки с отключенным экраном. Не так уж и много. Сейчас, спустя полгода использования, состояние аккумулятора этих часов уже показывает 98%. Также меня расстраивает, что в Apple Watch до сих пор нет функционала объединения в одну тренировку нескольких связанных активностей, например, многодневных трейлов или походов, не говоря уже о более емком аккумуляторе. Для модели Ultra это большое упущение. В остальном к часам претензий нет. Трек маршрута, время гонки и остальные параметры записаны очень точно. В сумме за гонку я потратил более 5300 килокалорий, а из Малайзии вернулся с весом 67 килограмм и ровно 11% жира в организме. Перед самым отъездом я весил 71 килограмм и запас жира в организме на уровне 14,5%. Февраль в Малайзии стал для меня самым активным месяцем. Каждый день я сжигал в среднем почти 1500 активных килокалорий, проходил 26,5 тысяч шагов в день или 19 километров. Про термин «активные килокалории» или «энергия активности» я подробно рассказывал в моем предыдущем видео о том, как верно рассчитать для себя цель подвижности на Apple Watch. После февраля я взял перерыв ровно на 3 месяца и значительно снизил свою активность до 900 активных килокалорий в день, продолжая регулярные тренировки в зале и бег на дорожке и на свежем воздухе. И все же за эти 3 месяца я прилично набрал как в весе, так и в запасах жира, до 72 килограмм и 16% жира соответственно. Поэтому, как минимум на лето, я решил вернуться в тот режим, которого придерживался в Малайзии. Ежедневно тратить много активных килокалорий и меньше употреблять их с едой. Пока что мне это удается. За июль я в среднем тратил 1600 килокалорий и набегал 360 километров. Июль – месяц силовых тренировок. Результаты этого активного лета – тема для отдельного видео. Возвращаясь к теме этого видео, если вы собираетесь или только раздумываете над участием в подобном мероприятии, решайтесь. Подобные приключения происходят нечасто и навсегда остаются в памяти. Возьмите реалистичное время на подготовку, спланируйте все заранее и двигайтесь по намеченному плану, внося корректировки по ходу. Мне хватило 8 месяцев на подготовку, но все зависит от вашего исходного состояния. Главное – верить в себя. Задавайте вопросы в комментариях по теме этого видео о гонке, логистике, экипировке, погоде, тренировочном плане и обо всем остальном. Я постараюсь ответить на все вопросы, либо сниму отдельное видео с ответами, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы увидеть больше.